так. Вот так. Ну что ж нам делать? А это уже здесь. Ну давайте начинать. Самый толстый и красивый занял место. Он сначала пытался в поднос улечься, но не поместился. Поэтому занял центральное место. Добрый день, друзья! Недавно рассказывала вам о своих осенних хлопотах и показывала эту орхидею. Орхидея пульсация. И кто-то из подписчиков моего канала попросил: а покажите пересадку такой орхидеи. У этой орхидеи интересная история. Более 2 лет назад в сообществе на YouTube была фотография сразу 3 орхидей. Постараемся эту фотографию поставить и здесь. В один прекрасный момент, для меня это рано утром, 3 орхидеи упали с самой верхней полки и разбились. Ну, разбились как? Горшки разбились, конечно. И в этот момент именно эта орхидея была пересажена вот в этот горшок. Прошло более 2 лет. У орхидеи над грунтом появился сухой ствол. Она постоянно растит новые корни. Она постоянно себя сама омолаживает. Здесь в пазухах, листьях появились новые молодые корни. Она цвела в этом году на 2 цветоноса. Начинает наклоняться в сторону из горшка. И хочу провести пересадку с небольшим омоложением. Думаю, что те корни, которые находятся в горшке, они уже заканчивают свой жизненный срок, потому что я всегда говорю о том, что корень живет от полугода до 2,5 лет. Вот как раз пришло то время, когда можно пересадить орхидею. Причем безболезненно для орхидеи. Когда проходит 5 лет, и орхидея вот так уже возвышается над грунтом, тогда сложно это сделать. Орхидея испытывает большой стресс. А вот сейчас с таким наличием корней, вот они есть растущие, растут молодые корни, можно сделать омоложение. Постараюсь оставить ссылку на тот пост в сообществе, сам пост очень интересный, где рассказано, что же случилось в 7 часов утра. Думаю, что коты, конечно, в этом не виноваты, им туда было не добраться. Сём, я понимаю, что ты, конечно, вот здесь самая главная фигура. Это от любви маму кусать? Давай, двигайся вот сюда, ты мне мешаешь. Ты мне мешаешь. Мы с тобой воевать будем? Все, уходи. Уходи, ты мне мешаешь. Уходи. Ну все, ты, конечно, главный. Сейчас выгоню всех. Сёма уходить не желает, поэтому придется это все делать вместе с ним. Отдай ему, пожалуйста, игрушку, иначе он будет стоять и просить ее. Орхидею поливала неделю назад, корней, проросших сквозь горшок, нет. Ну, постараюсь сейчас ее извлечь. О,
Тут даже водоросли выросли. Вот как давно это было. Вот. Все, мне не нравится керамзит. Все, уходи. Водоросли, которые растут в горшке и на корнях. Но это совершенно не мешало жизни орхидеи. Как легко удаляется керамзит. И вот сейчас-то я вам и покажу, что такое корни старые, которые в горшке уже совершенно не нужны. Вот здесь, наверное, будет видно ствол, старый ствол орхидеи с погибшими корнями. Это естественный процесс, когда внутренние старые корни, внутренние, я имею в виду те, которые жили в горшке, погибают, а орхидея растет новая. Даже если орхидея в природе растет на дереве, и если вы видели такие фотографии, то всегда заметно, что ствол обволакивают старые сухие вот такие коричневые корни, а сверху растут новые, молодые, вот такие зеленые, которые нам очень хочется всегда видеть, и очень хочется, чтобы они росли. А это все погибает. Сейчас я подберусь каким-то образом к стволику орхидеи, и весь ствол вот до этих живых корней, вот так, старый ствол, вот смотрите, видно? Старый ствол уже с отжившими корнями. Старый ствол с гнилыми корнями постараюсь отрезать. Опа. Так, как же его достать? Конечно, корни внутри переплетаются, доставать сложно их, но возможно. Процесс долгий. Надо же постараться все оставшиеся корни сохранить. Так. И так не получается, и так не получается. Ну ничего, сейчас придется немного расплести корни. Но они хорошо расплетаются. Если бы корни не расплетались, я бы поместила орхидею в воду. Корни становятся менее ломкими, и тогда отделяется значительно легче. Хочется показать, сколько этих корней тут, но пока не получается. Вот он, длинный корень, который все держал. Вот. Наконец-таки. Так, вот все, что было внутри. Это старые ее первые корни, с которыми я ее самый первый раз пересаживала. Но это не все. Вполне возможно, что еще какая-то часть корней не пригодится, потому что они тоже близки к тому, чтобы закончить свою жизнь. Вот такой корень, смотрите, начинает сохнуть от шеи. Совершенно безболезненно. Удаляем и этот корень. Так.
А вот этот, казалось бы, да, здесь он желтый. Давайте посмотрим на окончание этого корня. У него есть растущий корень. Хотя, честно говоря, я бы его удалила, потому что он очень быстро пропадет в посадке. Ну, давайте сначала вот с этими корнями разберемся. Так, не нужен такой корешок маленький. Вот она цвела. Ее цветонос начинается откуда? Еще один сухой корень, который уже был в горшке. Еще один. Этот корень ей пригодится. Так. Ну, давайте смотреть. Даже при том, что вот такой огромный корень и есть у него продолжение вот это с живым корнем, я его обрежу. Вот эта желтая часть и вот этот слом, он дальше не будет расти. Так. А вот теперь, пожалуй, все. Вот сколько корней осталось орхидеи. Причем и в горшке были растущие корни. Есть растущие корни воздушные. Я не промываю такие орхидеи уже после домашней пересадки. Но для того, чтобы посадить такие корни, их нужно обязательно хорошо напитать водой. Это можно сделать в большом ведре. Сейчас я наберу воду и поставлю туда орхидею. Тихий час. Все успокоились. Пришел обиженный Сёма. Лаки. И Сёма. Конечно, Сёма. Как же без Сёма? Так, все корни помещаю в теплую воду. Вода 28-32 градуса. Пусть орхидея немножко поплавает. Пока орхидея плавает, я покажу вам керамзит, в котором почти 3 года росла орхидея. Не будем смотреть то, что здесь корни остались. Вот видите, эти маленькие беленькие вкрапления на поверхности керамзита. Не все удобрение орхидея усваивает. И какая-то часть азотного состава остается на камешках. Но они не проникают внутрь. Вот в кору все впитывается, а на керамзите все это остается. Но керамзит для посадки я использую повторно. Для этого я беру большую кастрюлю с водой, первый раз кипячу и промываю керамзит, кипячу примерно 10 минут, и второй раз точно так же кипячу керамзит 10, но максимум 15 минут. Сливаю всю воду, промываю керамзит. Весь этот состав, который есть на поверхности керамзита, переходит в воду, и керамзит опять становится чистым. Так что повторное использование керамзита – это преимущество перед разлагающейся корой. Вот так я делаю. Давайте подождем с полчасика, пока хорошо напитаются водой корни орхидеи, и сделаем посадку. Причем сделаю посадку в тот же самый горшок.
Ну, предварительно, конечно, промыв его. Возвращение блудного попугая. Чего ты обижаешься? Орхидея большая, ты большой, вы не помещаетесь. Да. У тебя голос, как у павлина. Ну давай, пока никого нет. Ты должен все контролировать. Контроллер. Контролер. Контроллер. А, ну, может быть. Драйвер. Да. Вот так. Ну, поконтролируй тут немножко. Полчасика. Тебя же оставили контролировать орхидею. Чего ты прибежал? Вас контролировать. Ну ладно. Пойдем нас контролировать. Да тут все идут контролировать. Все сразу. Конечно. Конечно, сладкоголосый ты наш. Как же без... Это очень много. Как же без тебя? Все, иди отдохни немножко. Сейчас предстоит тяжелая посадка. Иди покушай, иди отдохни. Бля, так и не проснулся. Но все вернулись. Ричи вернулся. Лаки сейчас выгонят. Орхидеи достаем из воды. Так. Что же еще нужно сделать с такой орхидеей? Во-первых, я хочу убрать у нее 2 листа. Один лист желтый, и из-под него растут, из пазухи этого листа растут корни. А эти корни нам нужно помещать в посадку. Разрываю лист посередине и растягиваю половинки листа в противоположные стороны. Лист хорошо и полностью снимается. Если какой-то кусочек остался, разрезаю и убираю эти зеленые части. Аккуратно между корней. Надо сделать так, чтобы не повредить корни. Лаки, лаки. Там чистая вода. Лаки решила попить. Так, это один
лист. Наверное, второй снимать не буду. Этот лист поломан в тот момент, когда она падала. От него осталась половинка, но он еще живой, пусть остается. И нужно убрать все старые остатки листиков, вот эти чешуйки сухие, с основания орхидеи, то есть со стволика старого. Если они есть, конечно. Вот этот, видимо, лист был глубоко, я не смогла его сразу снять. Остатки этого листа. Снимаем сейчас, чтобы внутри горшка не было загниваний. И чтобы подурам не давать пищу. Они как раз питаются гниющей органикой. Все, что возможно, все, что вы видите, все остаточки от листиков, все эти ненужные сухие кусочки старых листьев. Опа. И старый цветонос тоже остался у меня практически в руках. Ну вот и все. Вот такая орхидея получилась. И попробуем эти все корни поместить в горшок. Какая медуза горгона у нас. Горшок 2,4 литра. Без камеры я бы это сделала, ну, минуты за 1,5. На камеру все это происходит значительно дольше. Так. Не пугайтесь того, что даже если вы сломали где-то корень, орхидея обязательно залечит эту ранку. Так, и хотелось бы орхидею закрутить глубже в горшок. Вот так. Эти несколько корней оставлю воздушными. У орхидеи все воздушные корни. Но мы всегда делаем посадки, потому что содержать орхидею без горшков возможности нет. А что такое воздушные корни и как орхидеи растут в природе, я оставлю ссылку на видео в правом верхнем углу экрана.
насыпаю чистый керамзит в горшок. Для того, чтобы керамзит более равномерно распределился в горшке, я иногда постукиваю именно по горшку. Шею грунтом не закрываем. Шея должна остаться выше грунта, чтобы избежать загнивания. Но мы и стараемся поливать орхидею на 2 пальца, наливая воды в двойной горшок, ниже именно грунта. И хочу обратить ваше внимание, есть 2 цветоноса. Один обрезан до первой живой почки, а второй нет. Эта орхидея очень любит доращивать бутоны, если осталась вот такая живая почка. И если кто-то очень любит цветущие орхидеи, то орхидея пульсация цветет буквально без перерыва. Она всего 3 дня назад сбросила цветок с этого цветоноса. Может быть, продолжит цветение, скорее всего, выпустит еще один цветонос. И если вам нравятся такие желто-пятнистые орхидеи, обязательно приобретите пульсацию. Она очень активно растет и все время цветет. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.